Секреты подводного мира остаются скрытыми от глаз человечества на протяжении тысячелетий. Но что, если некоторые из этих секретов наконец-то раскроются? Что случилось с обычным человеком, когда находка в $500 миллионов превратила его жизнь не в роскошь, а в горькую драму? И какая тайна скрыта за подводной находкой, способной изменить представление о великой истории Древнего Египта? И, наконец, какое неземное существо оказалось запечатленным камерами нефтяной вышки, вызывая бурный интерес исследователей? Приготовьтесь к захватывающему путешествию в мир загадочных подводных находок, которые оставят вас в изумлении и волнении. Вот, например, Джей Мискович, американский авантюрист, в 2010 году нашел под водой рядом с Флоридой большое количество изумрудов. Оценочная стоимость клада составила $500 миллионов. Мужчина решил сохранить это в тайне от всех, но по закону государство хотело получить свою долю от находки. Сокровища не могли долго оставаться незамеченными. Вначале лишь представители СМИ атаковали кладоискателя, но потом и федеральные власти узнали об изумрудах. Состоялся суд, который решил, что Джею можно владеть сокровищами, но нельзя их продавать. И это тоже выглядело неплохо, ведь находку могли даже отобрать. И все же один вопрос не давал всем покоя. Откуда взялся этот клад? Внезапно ситуация приняла трагический оборот. Примерно через 3 года Мискович, за которым числился большой долг, покончил с собой. Потом специалисты рассказали, что найденный клад оказался большим обманом. Не волнуйтесь, драгоценные камни были настоящие, но только они не находились десятилетиями в подводном тайнике, как считалось до этого. Специалисты дали пояснение: Джей якобы лично купил их в магазине и инсценировал находку. В его планах было отмыть деньги и повысить стоимость изумрудов. А еще один исследователь-картограф Пол Халпер рядом с Нью-Джерси нашел реальное мертвое депо паровозов под водой. Найденные здесь локомотивы оказались моделями, которые производились в 50-х годах 19 века в небольших количествах. По словам специалистов, эти железные монстры перемещались через Атлантический океан на судне во время сильного шторма. Предположительно, железнодорожные тягачи сами выпали за борт корабля, или же команда судна специально выбросила их для уменьшения веса и возможности избежать затопления. Примечательно, но паровозы, лежавшие под водой более века, на данный момент находятся в прекрасном состоянии, и есть даже планы поднять их и отреставрировать. А вот в 2011 году на дне Балтийского моря был найден странный объект, чем-то напоминающий фантастический космический корабль. Открытие шведских морских исследователей моментально стало предметом общественных дебатов. Некоторые предположили, что это остатки межпланетного корабля из фильма «Звездные войны». А еще была версия, что это городской микрорайон, который ушел под воду много лет назад. Третья сторона утверждала, что это части секретного оружия Второй мировой войны, принадлежащего Германии. Но ученые умы разочаровали всех своим заявлением. Было сказано, что это огромный скальный массив, созданный матерью природой. Хотя сами скандинавские исследователи сокровищ, нашедшие этот предмет, усомнились в этой версии. Они говорили, что в момент нахождения в зоне аномалий Балтийского моря их судовые приборы начали вести себя очень странно. Но при выходе из квадрата поиска все оборудование заработало штатно. Находка была 60 метров в ширину и в основном выглядела так, как будто легкий карелианский грузовой корабль «Тысячелетний сокол» из фантастического фильма плюхнулся в Балтийское море. Охотники за НЛО сошли с ума. Интернет заполнили теории, что инопланетяне приземлились на Земле. Аномалия просто выглядела слишком искусственной, чтобы поверить, что она была создана естественным путем. Казалось, что сбоку у нее даже была лестница. Более приземленные теоретики думали, что это башня линкора старой школы или нацистская противолодочная мина. Но это не соответствовало датировке. Находке было по меньшей мере 20 тысяч лет.
Однако ученые рассказали, что это, вероятнее всего, ледниковое отложение. Но сами посудите, это чертовски странное ледниковое отложение. Теоретики НЛО не убеждены и уверены, что правительство скрывает это. Даже ученые все еще спорят о том, что именно вызвало это. Так что на данный момент возможно все, за исключением всей этой истории с Соколом. Это просто глупо. И все же подводные находки не все оказываются подделками. Поклонникам морских пиратов наверняка известен легендарный морской волк капитан Черная Борода. Он захватил и модифицировал в начале 18 века обычный корабль работорговцев, сумев перестроить его в один из самых смертоносных и быстрых судов. Он дал ему имя «Месть королевы Анны». Несколько десятилетий назад специалисты смогли буквально по фрагментам поднять корабль. Детали судна поднимали несколько лет. Несмотря на все трудности, даже один поднятый корабельный якорь этого стоил. Но самым поразительным сокровищем, которое подняли со дна моря, была находка более 30 орудий разного калибра и веса. Самое внушительное, для примера, было весом почти в тонну. Ракушки, закрепившиеся на пушке, тоже придавали вес орудию. Ученые полагают, что эти пушки были созданы в конце 17 века, а часть из арсенала все еще была полностью заряжена. Следующая группа морских исследователей обнаружила легендарный древнеегипетский город Александрию, который был затоплен более 1500 лет назад. Вероятно, причиной погружения под воду стало страшное землетрясение. Несмотря на огромные размеры бедствия, специалисты согласны в том, что город остался в прекрасном состоянии. Среди самых значительных находок были царские хоромы Клеопатры и статуя Сфинкса, которая считалась утерянной. Открытие сыграло значительную роль в переосмыслении истории Древнего Египта, а некоторые предметы стали копиями музеев. Под водным покровом можно обнаружить не только ценные камни и артефакты, составляющие культурное достояние. Недавно в Черном море была найдена соленая река, которая не является просто маленьким потоком, а представляет собой целую систему с перепадами и даже водопадами. Исследователи вычислили, что если бы эта река протекала по суше, она заняла бы 6-е место среди самых больших рек на Земле. Это может показаться необычным, но такое природное явление возможно благодаря течениям из Средиземного моря, которые когда-то сформировали эту удивительную реку. А еще недавно известное кыргызское озеро Исык-Куль привлекло внимание ученых, историков и различных религиозных деятелей. Все благодаря необычной находке исчезнувшей цивилизации, а также потенциальному месту захоронения апостола Матфея. Предпосылкой для этого стало обнаружение странного керамического сосуда. Лингвисты расшифровали надпись на нем и определили, что ранее здесь располагался монастырь, в котором был похоронен апостол. Также в дополнение к этому знаменательному сосуду было найдено более 200 предметов, имеющих большую историческую ценность. Ранее считалось, что города Древней Месопотамии древнейшие на Земле. Но все изменилось в 2001 году, когда у берегов Индии исследователи обнаружили руины таинственного города, о существовании которого ранее не было известно. Среди сопутствующих находок был деревянный массив, возраст которого ученые оценили в 9500 лет. Именно это позволило утверждать, что таинственный город существовал в то время, когда закончился ледниковый период. А в начале 2007 года археологи с помощью звукового устройства обнаружения подводных объектов наткнулись на загадочные камни, подозрительно напоминающие знаменитый Стоунхендж в Англии. Гигантские колонны также образовывали круг.
Внимание исследователей привлек тот факт, что на одной из колонн был выгравирован мастодонт – гигантское слоноподобное млекопитающее, вымершее тысячи лет назад. Ученых очень заинтересовала эта находка, но выяснить, как и когда появилось сооружение, а главное, почему оно так похоже на Стоунхендж, пока не удалось. Многие эксперты считают это не более чем совпадением, хотя и расположенным в другой части Земли. А вот еще одно поселение, найденное под водой. Этот портовый город эпохи неолита, открытый в 1967 году доктором Ником Флемингом, находится у южного побережья Греции. На этом месте была обнаружена древняя керамика, что создало у археологов впечатление, что город Павла Петри торговал товарами внутри города и по морю. Павла Петри на тысячи лет старше большинства древних подводных руин, которые уже были обнаружены. Предполагаемая площадь города составляет около 100 тысяч квадратных метров. Удаленное расположение, вероятно, спасало его от разрушения людьми до открытия. Неолитическая керамика – одной из самых знаменитых находок в этом подводном городе. Она предоставила исследователям хронологию, позволяющую понять, какого возраста были эти древние руины. Первоначально Павла Петри считался частью бронзового века, но после дальнейших исследований было обнаружено, что город старше на 1000 лет. Продолжаем наше подводное путешествие. Одной из самых популярных туристических достопримечательностей Багамских островов является Бимини-Роуд – подводная тропа, открытая в 1930-х годах. Происхождение этого участка океана неизвестно, хотя многие считают, что это тропа, ведущая к затерянному городу Атлантиде. Находясь всего в 6 метрах под поверхностью воды, Бимини-Роуд доступна для тех, кто достаточно любопытен, чтобы нырнуть и своими глазами увидеть таинственное образование. Возможно, истории происхождения дороги были представлены в различных детективных статьях о необъяснимых тайнах, неразгаданных находках и многом другом. Теории происхождения тропы включают множество версий. Это и пути древнеегипетских божественных защитников, и маршрут в Атлантиду, а также просто естественное явление, созданное без какой-либо помощи со стороны людей. Куда бы ни вела эта дорога, это потрясающее зрелище. Некоторые исследователи НЛО любят рассуждать о кругах на полях, хотя почти наверняка это просто розыгрыши скучающих сельских ребятишек. Когда эти обычные полевые забавы перестали казаться чем-то сверхъестественным, они начали появляться на дне океана и вызвали немало скептических удивлений. Дайверы у берегов Японии начали видеть странные узоры в 1995 году, каждый около 2 метров в диаметре. Это казалось еще одним признаком того, что инопланетяне были на Земле. Только теперь они рисовали странные рисунки на подводном морском песке. Это странное времяпрепровождение для инопланетян в конце концов оказалось естественным явлением. Хотя и само объяснение немного страннее, чем инопланетяне. Специалисты винят в этой морской геометрии самцов рыбы фугу. Оказывается, они тратят до 10 дней на создание кругового рисунка, чтобы произвести впечатление на самку. Во время брачного сезона самка плавает по океану в поисках самых крутых кругов и откладывает яйца в середине тех, которые она находит лучшими. Никто не знает, как самки рыбы фугу принимают решения, но очевидно, у них чрезвычайно утонченный эстетический вкус. Самцу же достается худшая часть сделки. Самка после выброса потомства не остается поблизости, и ему приходится выращивать икру. Как только мальки вылупляются, он просто перебирается на следующий участок песка, чтобы построить еще одно гнездо. Всю свою жизнь он просто чертит круги на песке. Звучит удручающе, но это всего лишь рыба, они не очень известны экзистенциальными кризисами. И все же на морском дне есть еще что-то, привлекающее инопланетные жизни. И вот вам пример.
Работая на нефтяной вышке, меньше всего хочется, чтобы там появилось гигантское морское чудовище. Но именно это и произошло в 2012 году, когда камеры засекли на буровой станции в Мексиканском заливе нечто. На записи видно, как из ниоткуда появляется огромный аморфный сгусток плоти, который кружил над буровой установкой, пугая людей, и исчез обратно в океане. Что это было за создание? На видео показано множество деталей, которые не похожи на земное существо. Морское чудовище выглядело как большой коричневый лист плоти, но у него были репродуктивные органы и что-то похожее на сеть нервов. Вероятно, это была инопланетная жизнь. Хотя биологи идентифицировали существо как Dipstaria enigmatica. Название звучит как самая крутая прогрессив-метал-группа всех времен и говорит нам, что это большая медуза. Массивное создание больше похоже на бесформенный комок коричневой плоти, чем на красивых и нежных морских обитателей, которых мы видим в аквариумах. Его редко можно увидеть, и обычно он обитает на большой глубине, где вырастает до абсурдных размеров. Часть проблемы с изучением этого вида заключается в том, что он слишком велик для большинства подводных аппаратов, чтобы взять его в качестве образца. Ладно, биологи теперь знают, что это было, но почему тогда медуза пыталась пообщаться с нефтяной вышкой? Они не славятся дружелюбием, и они точно не самые умные существа. По какой такой причине гигантскому экземпляру понравилась нефтяная вышка? Надеюсь, они не планируют какой-то захват. Океан большой, по-настоящему большой. Мы исследовали только 5% его территории, поэтому я уверен, что есть удивительные, невероятные вещи, которых мы еще даже не видели. А у вас, друзья, есть возможность не просто увидеть, а попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании.